Здравствуйте! Вы, конечно, сразу поняли, что так кушают шелковицу. Сегодня мы расскажем вам много интересного об этой замечательной ягоде. Согласитесь, на фото шелковица выглядит великолепно. Это растение повсеместно распространено в южных районах и средней полосе СНГ и Российской Федерации. Его плоды используют в пищу, а листвой кормят шелковичных червей, чьи коконы применяют для получения природных шелковых нитей. Шелковицу часто называют тутовником, как и дерево, шелковичным или тутовым. Это листопадное растение семейства тутовых с тысячелетней историей, которое объединяет более 17 видов. Его полезные свойства известны человечеству уже давно, и сегодня шелковица применяется как в традиционной, так и народной медицине, а также в кулинарии. В Китае и странах Средней Азии ягоды шелковицы сушат впрок и кормят ими престарелых родителей, чтобы продлить им жизнь. Известно, что в Средней Азии это растение именуют царь ягодой или царь деревом за его врачебные свойства. На севере с этим растением не знакомы, потому что оно южный житель. Шелковица хорошо растет в Болгарии, России, Азербайджане, Румынии, Украине, Армении и иных странах Северной Америки, Азии и Африки. Считается, что черная шелковица была распространена по всему миру из Юго-Западной Азии, а белая – из Китая. Недаром истинной родиной шелковичного тутового дерева считают Китай. Потому, что именно в Китае научились разводить шелковичных червей, чтобы получать из них вожделенную шелковую нить, некогда бесценную. Поэтому в число видов, пользующихся наибольшей популярностью, входит шелковица белая, так как ее листвой питаются личинки тутового шелкопряда, куколки которого используют для производства натурального шелка. При Иване Грозном в России уже знали о шелковице, в это время была создана шелкоткацкая мануфактура, в которой делали очень нежную ткань для царского двора. В свою очередь Петр I запретил вырубать шелковицу на территории государства, так как она считалась очень ценной. Плотная, упругая и тяжелая древесина тутовника также является весьма ценной, в Средней Азии ее применяют для изготовления различных поделок, музыкальных инструментов и бочек. Вы заметили, что ягоды шелковицы на фото по форме напоминают ежевику? Они очень полезны и используются как натуральное антисептическое средство. Эти плоды люди ели еще до событий, описанных в Библии. Шелковица предпочитает расти в теплом и достаточно влажном климате, но вполне нормально чувствует себя в умеренном, субтропическом и тропическом. Небольшой мороз для нее не критичен, но лучше всего дерево дает урожай именно тогда, когда оно находится в тепле и на солнце. Шелковица живет очень долго, от 150 до 400 лет, за что ее назвали долгожителем. Так в Израиле туристам любят показывать шелковицу, под которой сиживал Христос с учениками. Местные ученые задались целью выяснить точный ее возраст с помощью углеродного анализа и выяснили, что ей более 2000 лет. Тутовое дерево бурно растет в молодости, затем гораздо медленнее. Обычная, средняя высота старого дерева 10-12 метров, но многие вырастают до 15-16. Встречаются экземпляры и в 30 метров, хотя очень редко. Наибольшей популярностью у садоводов пользуются два вида тутовника, черный и белый, при этом они различаются окрасом коры, а не плодов. У тутовника белого кора на ветвях окрашена в светлый цвет, кремовый, бледно-желтый либо белый, при этом ветви черного тутовника покрыты более темной корой. Белая шелковица славится нежностью и сладостью плодов, листья у нее также более сочные, вот почему тутовый шелкопряд предпочитал именно ее. Лица растения не такие крупные, зубчатые по краю. Тутовник легко приживается на разных видах почв. Плоды приносят на 5-й год жизни, а привитое деревце начинает плодоносить и раньше. Урожай шелковицы, как правило, очень высок. Одно дерево может дать более 200 кг ягод, при условии, что в период их роста и созревания оно находилось в благоприятных климатических условиях. Первые плоды зреть начинают в середине июля. Базовый период созревания приходится на конец июля и начало августа. В меру крупные ягоды достигают длины примерно в 2,5 см и похожие на микроскопическую гроздь винограда. Они мягкие и нежные, поэтому перевозить их практически невозможно. Вот почему на юге шелковицу предпочитают сушить, чтобы заготавливать на зиму. Получаются сухофрукты медового вкуса. Следует внимательно следить за временем созревания ягод, потому что недозрелая шелковица твердая и невкусная, в общем, несъедобная.
Спелые же плоды стремительно опадают, поэтому собрать урожай целым и невредимым не так-то легко, значительную часть его можно потерять. Ягоды тутовника отличаются и по своим вкусовым качествам. Так, одни сорта на вкус очень сладкие, другие – с примесью кислинки. Но всех их объединяет одно приятный, легкий аромат. Сама по себе шелковица сочная, вкусная, ее можно есть в сыром виде или термически обрабатывать. Наибольшую пользу приносят свежие плоды, сорванные с ветки. Те, что вы собрали, потеряют львиную часть своих полезных свойств уже через 3 дня. Поэтому, если хотите провести шелковичную терапию, которая от многого лечит, отправляйтесь на юг во время сбора урожая. Шелковица – ценнейшая ягода. В ее зрелых ягодах содержится ресвератрол, растительный антиоксидант. Эта субстанция защищает растения от различных бактерий, паразитов и грибков. Ягоды тутовника на 20% состоят из сахара. В ее состав входят такие витамины, как В1, В2, С, ПП, а также природные сахара, железо и калий. Имеются минералы, лимонная и яблочная кислота. Совершенно неожиданно, плоды тутовника – рекордсмены по содержанию кальция. Это больше даже по сравнению с натуральным коровьим молоком. Даже чай из листьев шелковицы будет насыщен кальцием в целебной консистенции. Поэтому есть смысл заготавливать листья растения. Как и любая другая ягода, шелковица обладает достаточно низкой калорийностью, около 52 килокалорий на 100 грамм. Из них 13,6 грамма углеводы и 0,7 грамма белки, жиров в шелковице не содержится. Благодаря своей низкой калорийности шелковицу можно употреблять людям, заботящимся о своей фигуре. Учитывая насыщенный состав, тутовые ягоды рекомендуют беременным для профилактики нарушений развития плода. Также польза шелковицы для организма заключается в таких процессах, как активация кроветворения, ускорение обмена веществ, снижение уровня холестерина в крови. В медицине это растение первым стал применять персидский средневековый ученый, философ и доктор Абу Али ибн Сина Авиценна. На Востоке издревле шелковицей лечили анемию, слабость, немощь, советовали это растение долгожителям. Для врачевания подходят все части дерева, и кора, и плоды, и корни, и листья. Шелковица – изумительный натуральный антисептик, может использоваться как мочегонное, противовоспалительное, патагонное, отхаркивающее и вяжущее средство. Сок тутовых ягод обладает антисептическими и бактерицидными свойствами, поэтому им полощут горло и ротовую полость при пародонтозе, болезнях горла и стоматитах. Отвары из корней и коры шелковицы оказывают жиропонижающее действие. В белых и черных соплодиях количество ценных компонентов практически идентично, но по оказываемым свойствам ягоды различаются. Белые крепят, черные действуют как слабительное. Восточные медики говорили, что шелковица может вернуть или, хотя бы, поправить зрение. А современные ученые добавляют к этому еще много полезных свойств. Это улучшение процесса пищеварения в целом и борьба с несварением желудка. Снижение давления. Способствуют похудению. Борются с остеопорозом, предотвращают его. Употребление ягод в пищу помогает при врачевании импотенции и простатита, для облегчения климактерического синдрома и при маточных кровотечениях. Таким образом, полезные свойства ягод шелковицы можно перечислять бесконечно. Тутовник не является аллергеном и не имеет строгих противопоказаний, кроме редкой индивидуальной непереносимости. Шелковица широко применяется в кулинарии. Из нее готовят различные десерты и другие полезные блюда. Для приготовления варенья из шелковицы необходимо взять на 1 кг ягод 1,5 кг сахара и 2 грамма лимонной кислоты. Ягоды перебрать, отрезать плодоножки, промыть, сложить в кастрюлю, пересыпать сахаром и оставить на 8 часов. После этого подержать на медленном огне до того, как растворится сахар. Затем увеличить огонь, в процессе закипания снимая пену. Когда варенье хорошо закипит, снять с огня и немного охладить. Затем добавить лимонную кислоту, перемешать и снова довести до кипения. Полностью остудив, разложить варенье в чистые и сухие емкости. Если необходимо сделать заготовки на зиму, нужно простерилизовать банки и разложить варенье еще горячим, убедившись в герметичности крышек, закупорить.
Очень вкусным из этой нежной ягодки получается компот. На 3-литровую банку требуется полкило шелковицы, полкило сахара, 5 граммов лимонной кислоты, вода по остаточному принципу, сколько влезет. Перебранную, вымытую и подсушенную ягоду следует высыпать в предварительно стерилизованную банку, она займет треть всего свободного пространства. Залить все кипятком и оставить на четверть часа, прикрыв крышкой. Затем слить воду из банки в кастрюльку и размешать в ней сахар, поварить 5 минут на медленном огне. Затем насыпать лимонную кислоту и получившийся сироп вернуть в банку к ягодам. Теперь закатать, перевернуть вниз железной крышкой и поставить остывать. Из шелковицы легко приготовить смузи, вкусный диетический напиток, который придется по вкусу многим. Рецептов приготовления этого десертного напитка огромное множество, но в основе каждого из них лежит один и тот же принцип: ягоды тутового дерева можно разбавить другими ягодами, добавить молоко, кефир или другой напиток и превратить все в однородную массу при помощи блендера. Вкуснее всего получается смузи с шелковицей по следующему рецепту: на 100 грамм ягод взять половину спелого банана, 200 мл кефира или простокваши и 1 чайную ложку меда. Все смешать при помощи погружного блендера и употреблять свежим. Также из шелковицы готовят различные десерты. Замороженные ягоды перемалывают в блендере и добавляют к различным фруктовым салатам. Высаживают шелковицу в открытую почву, как правило, в весеннее время в апреле до того, как начнется сокодвижение, либо осенью в сентябре и октябре, но нужно успеть до сезона дождей. Многие садоводы предпочитают посадку именно осенью, так как считается, что если дерево переживет зимние месяцы, то ему суждено прожить очень много лет. Тутовник предпочитает хорошо освещенные участки с надежной защитой от холодного ветра. Нельзя высаживать шелковицу на заболоченную, песчаную и засоленную почву, а грунтовые воды на участке должны залегать на глубине не менее чем 150 см. Растения, на которых только мужские цветки, самостоятельно плодоносить не могут, однако выяснить пол саженца можно лишь после того, как ему исполнится 4 либо 5 лет. В связи с этим рекомендуют покупать для личного хозяйства 3-летние саженцы, давшие первый приплод. В заключение нужно сказать, что шелковица – это действительно богатое растение. Оно щедрое и питательное, оно лечит и украшает сад. Его ценность на Востоке превозносили всегда, а мы только приобщаемся к этому знанию. Особенно важно выращивать такое дерево сегодня именно потому, что никто не сможет привезти вам из отпуска эти нежные, хрупкие ягоды. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Удачи вам и до новых встреч!